Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам про мой топ-10 смартфонов, учитывая свежие реалии, до $200. И да, когда-то это было 16 тысяч, теперь это 20 тысяч рублей. Если в рублевом эквиваленте ваши валюты могли окрепнуть относительно других валют, какие-то могли ослабнуть. В целом $200 плюс-минус это ценник неплохого смартфона. Их все я, разумеется, тестировал на канале Польза Стримы. Напоминаю, что у меня 3 канала. На Польза Стримы я провожу прожарки устройств. Это я в онлайне их тестирую. Из интересного там можете почитать комментарии. Там много ремарок пользователей по поводу этих девайсов. В чате, собственно, комментарии к самим обзорам, плюс обзоры одним кадром, где я хожу и рассказываю про смартфон в течение 10 минут в одинаковых условиях. Там больше 100 смартфонов было прогнано, и основной обзор. То есть 3 обзора на каждые эти смартфоны. Плюс, помимо этого, каждый из них я сравнивал с чем-то по съемке. Да, это не видео и фотофлагманы, но снимают они уже классно. Почему? Потому что главное, как говорится, освещение и постановочное фото и видео, в принципе, способны делать и эти устройства. Исходники фото в моей личной телеге можете скачать на все эти смартфоны, не обязательно подписываться. Просто в описании к обзору любого из этих девайсов смотрите исходники и оцениваете для себя миниатюры либо исходные файлы. И следующий момент, разумеется, в описании будет ссылки на то, где их взять, и на обзоры. Я не скажу, что моделей стало больше. Третьего эшелона стало тоже меньше. Если вы, как и я, не делаете обзоры ежедневно на основном канале, то вы не видите, как вот так вот все схлопывается. Модельный ряд у всех брендов сокращается, хотя период запуска, допустим, новых устройств у Realme, для примера, ускоряется. У других брендов все плюс-минус одинаково. Если с чем-то из этого топа вы не согласны, напишите в комментах, и вам будут просто все благодарны, если вы напишите свой топ смартфонов в комментариях до 20 тысяч хотя бы модели 3. Или смартфон еще лучше, с которым гоняете вы сами. Или там я гоняю с тем-то, а модель такая-то. Девайсам всем от меня в топе однозначно да. Ими можно пользоваться. Супер комфорта не будет с одной стороны, с другой стороны претензий у меня к ним по минимуму. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал, с колоколом оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Разумеется, еще подписаться на телеграм-канал скидок. Перейдем же к топу. На 10 месте моего топа красуется CMF Phone 1. Да, это детище Nothing, и да, его реально приобрести в пятнашку, то есть в районе $160. В комплекте со смартфоном идет защитная пленка, которая уже наклеена на экран, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и интересно оформленный ключ-отвертка для извлечения слота под 2 сим-карты или под одну сим-карту и карту памяти до 2 терабайт, за что им отдельное спасибо. Блока питания в комплекте нет, за что им не спасибо. Позор на них. В продаже есть 3 варианта расцветки. Это черная, красная и белая. Весит смартфон 200 граммов, а габариты 164 на 77,5 на 8,4 мм без блока камер, а вместе с ним 9,7 мм. Внешне смартфон выглядит интересно и привлекательно. Тыльная крышка съемная, ее можно заменить. Снимается тыльная часть просто и без труда. Смартфон имеет защиту по стандарту IP52, но корпус выполнен из пластика. Разъем для зарядки установлен USB Type-C OTG версии 2.0. Также есть место для крепления различных аксессуаров наподобие ремешка или подставки. Звук в данной модели моно, ко всему динамик слабоватый, что можно сказать и про вибромотор. Дисплей Super AMOLED LTPS на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, защитой Dragon Trail Pro и адаптивной частотой обновления экрана от 60 до 120 Гц, а частота сенсорной дискретизации 240 Гц. Плотность пикселей 395 ppi, что неплохо. По моим замерам на 100% яркости экран выдает 905 люксов, а в пике 1600 люксов, что довольно хорошо. Показатели шима выше 12% не поднимаются, если измерять радексом. В случае измерения другим прибором, моим вторым ТК, поднимается шим до 30%, но это тоже очень хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Все функции для разблокировки отрабатывают неплохо, разумеется, промахи встречаются, но не особо часто. Процессор установлен здесь MediaTek Dimensity 7300 5G с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 2,5 ГГц.
ГГц. Плюс есть движок TrueLens версии 2.0 с поддержкой Ultra XDR, режима AI Vivid, ночного режима и захвата движения. Графический процессор Mali G615MP2, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ или 256 ГБ. Система Nafin OS версии 2.6 на базе Android 14 версии была в стоке. Напишите, кстати, пятнашка прилетела на него или нет. Скорее всего, нет. CMF Phone 1 поддерживает Bluetooth версии 5.3, однодиапазонный GPS, к сожалению, но неудивительно, Wi-Fi 6 серии, что неплохо, 5G сети, 4G сети и ниже. Разумеется, все бенды на борту, связь Smart ловит хорошо. Проблем никаких нет, датчик приближения работает корректно. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смартфон поддерживает зарядку до 33 Вт и обратную проводную до 5 Вт. В PC-марке он выдает отличные 10 часов 48 минут, Work Performance 11 тысяч баллов, заряжается смарт от 0 до сотки около 1 часа 20 минут, за час просмотра роликов на YouTube уходит в среднем 5% заряда, в Diablo Immortal за час уходит в среднем 12%, 22% в PUBG New State уходит и 18% в Genshin Impact. Результаты всех тестов в основных обзорах на каждую модель данного топа, как, к слову, примеры фото и видео. В Antutu Smart выдает 647 тысяч попугаев, Storage тест показывает 48 тысяч. Основной же сенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, цифровой стабилизацией, дополнительным датчиком, LED-вспышкой, максимальным разрешением для записи видео 4К 30 FPS. Фронталка же на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Минусы: нет NFC-модуля, однодиапазонный GPS, плохая стабилизация при видеосъемке, нет ЭПК-порта и мини-джека на 3,5 мм, монозвук, мало производительности, опять же, учитывая железо и стоимость. Большие рамки у экрана и, разумеется, то, что блок зарядки надо будет докупать. Неважно, будет это вам 500 рублей стоить, вы какой-нибудь там Базеус, Угрин или что-то подобное купите, или там 5000. Все равно это какой-то вопрос, который вам надо будет потом решать при покупке. Резюмирую, CMF Phone 1 хороший выбор для второго смартфона, но как основной я бы его, разумеется, не использовал. У него даже защиты от влаги толком-то и нету. Просто как игрушка для взрослых дядек. Классная игрушка. Менять корпуса — это круто, и всякие еще подставочки. Так, ну и небольшие ремарки по моделям. Вот смотрите, 10 место. Это CMF Phone 1. Я его сравнивал с Poco X6 Pro по съемке. Посмотрите обязательно обзор на канале для тех, кому важна видео и фотосъемка. Для фотосъемки, повторяюсь, скачивайте исходники. Если говорить про этот смарт, он радует. Почему? Потому что его можно купить выгодно. Но это слегка обманчивая выгода, потому что стерео там нет, вы же помните. NFC, как я уже сказал вам, отсутствует модуль. Помимо этого, защиты от влаги никакой, но зато можно на 3D принтере печатать себе задники. Огромный минус то, что там нет в комплекте зарядки. Если говорить про его стоимость, стандартная она в районе 15-16 тысяч. Лучший ли это вариант? Нет, поэтому он на 10 месте. Но можно ли его рассматривать, имеет ли он право на жизнь? Конечно, да. Веселый, классный, с ним можно поиграться, и это как второй смартфон, игрушка для взрослых, как говорится. Смотрим. На 9 месте моего топа, о ужас, Tecno Povo 6 Neo. И да, я не могу не поставить Tecno в этот топ, потому что все-таки они что-то делают добротное, во всяком случае, в эконом-классе. И да, им приходится это продавать дешево, чтобы кто-то купил, но это того стоит. Поставляется смартфон со стандартным комплектом, это защитный чехол, документация, гарантийный талон, блок питания на 33 Вт и кабель с USB-A на Type-C. Жаль, только защитной пленки в стоке нет. Слот установлен под 2 сим-карты и карту памяти, то есть все по фэншую. Приобрести Povo 6 Neo можно в черной, серебристой и зеленой расцветке. Весит смартфон 206 граммов, а габариты следующие: 168 на 76 на 9,3 мм. Смарт довольно крупный, толщина у него больше стандартного значения — 8 мм. Рамки пластиковые, как и тыльная часть, люфта у кнопок нет, сборка неплохая, ко всему смартфон имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP53, минимальная, но приятно, что хоть какая-то официальная есть. Разъем установлен USB Type-C OTG версии 2.0, также есть мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и стереодинамики, а вот ЭК-порта не завезли. Перекос по громкости между динамиками заметный, кастомного эквалайзера нет, но есть несколько предустановок звучания. Стандартно верхнему динамику не хватает низов, да и по качеству он заметно проигрывает нижнему динамику. Вибромотор по оси Z хуже, чем в линейке Spark, но прям очень слабенький и не настраиваемый. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей.
плотность пикселей в 396 ppi, частотой обновления экрана максимум 120 Гц. А в настройках можно выбрать 90-60 Гц автоматический режим. Рамки заметные, но не громадные, что касается подбородка. Яркость на 100% по моим замерам в 250 люксов, как, к слову, и в пике, что очень печально. Мультитач только до 5 пальцев, на 10 пальцев экран не откликается. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Работают данные способы разблокировки неплохо, но промахи проскакивают, особенно у сканера отпечатков пальцев. Биометрические данные можно внести одного лица, отпечаток пальца можно зарегистрировать 5 раз один и тот же, в принципе, как и у Xiaomi. Что я не считаю хорошей работой системы безопасности, но многие со мной не согласятся в комментариях, но у нас с вами разный подход. Процессор установлен MediaTek Helio G99 Ultimate с техпроцессом 6 нанометров, с 8 ядрами и максимальной частотой 2,2 ГГц. Графический процессор Mali G57MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ и 256 ГБ. Операционная система HiOS 14 на базе Android 14 версии. По связи имеется поддержка GPS однодиапазонного, Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже. Датчик приближения работает корректно, связь смартфон ловит неплохо. Bluetooth-чип установлен в версии 5.2, NFC-модуль в наличии. На данный момент для оплаты NFC-модуля можно устанавливать MirPay и все. Далее, емкость аккумулятора 7000 мАч. В PC-марке Smart выдал 10 часов 47 минут. Тест проводил я на 100 Гц, но, как вы понимаете, такой результат получается не из-за высокой яркости. Smart поддерживает быструю зарядку до 33 Вт и заряжается смартфон от родного зарядного устройства от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут. За час просмотра видео на YouTube уходит не больше 3% заряда, в играх за час уходит в среднем 20% заряда. В Antutu 406 тысяч попугаев — это прям самый минимум, который допустим для использования смарта на данный момент, особенно в эти деньги, но, как говорится, он есть. Storage тест показывает 44 тысячи, и примерно такого же плана смартфон Poco M6 Pro. Проще говоря, это не супер мощный смартфон за свои деньги, просто его можно супер выгодно купить. По камерам с тыльной части установлена кольцевая LED-вспышка, вспомогательный сенсор, основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.7, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео 2К 30 FPS, 60 FPS есть только для 1080p, фронталка на 8 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео также 2К 30 FPS, но уже 1080p 60 FPS недоступны. Минусы: функция для отображения времени и уведомлений при касании экрана, как в Spark 30, отсутствует, нет защитной пленки в комплекте, нет второго микрофона, 120 Гц смартфон изредка не вывозит, что неудивительно, и дальше будет только хуже. Очень мало яркости экрана, медленная зарядка, экран не поддерживает мультитач на 10 касаний, качество звука в динамиках, как всегда, не топ, операционная система работает местами некорректной, некоторые заявленные функции вовсе не работают, мало производительности, рамка по периметру экрана. Резюмирую, Tecno Povo 6 Neo интересный выбор с учетом стоимости, но минусов, как вы поняли, у этой модели более чем достаточно, так что смотрим дальше. На 9 месте, как вы уже увидели, один из представителей второго эшелона — это Tecno Povo Neo 6. Насколько он хорош, можете посмотреть в ролике. Его суперсила — это железо с адекватной стоимостью, утрированной рядом с домом. Почему? Потому что продается этот смартфон везде, на всех видах площадок, и его реально приобрести в районе $150 и даже ниже. Понятно, что это будет определенного рода разочарование, понятно, что я отношусь к их программному обеспечению скептически, но если вам надо послезавтра купить вот срочно прям смартфон в районе пятнашки и дешевле, почему нет? Имеет право на жизнь. Брал бы ли я его себе? Нет, но для покупки быстро это не худший ноунейм, это не ноунейм, это просто второй эшелон. На 8 месте красуется Motorola S50 Neo. Много кому интересный смартфон, и Motorola и правда специфичные. Единственное, мы забываем, что они уже Lenovo принадлежат, да, хотя можете меня поправить. Но она уже не та, не премиум. С другой стороны, своих денег она стоит. Поставляется данная модель в упаковке с комплектом, который входит сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый обыкновенный чехол, краткое руководство, блок питания на 30 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Слот прорезиненный
объединенный и гибридный на 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Приобрести данный девайс можно в черной, синей и зеленой расцветке. Весит смартфон 173 грамма, габариты 162 на 73,9 на 9,9 мм вместе с блоком камер, а без него 7,9 мм. Грани у смартфона закругленные, тыльная часть выполнена из стекла с рельефной поверхностью, рамки же из пластмассы. Разъем USB Type-C от OTG версии здесь 2.0, также есть 2 микрофона и динамики с поддержкой Dolby Atmos. Динамики не громкие, а само качество звука среднее. В настройках можно найти предустановки и даже кастомный эквалайзер. Вибромотор средний по качеству, но хорошо, что можно настроить силу вибрации. Смарт оснащен P-OLED изогнутым дисплеем на 6,68 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, поддержка HDR10+, обновление экрана до 120 Гц с автоматическим режимом. Плотностью пикселей в 393 ppi, яркость по моим замерам 100% 760 люксов, в пике 1700 люксов. Показатели шима выше 17% не поднимаются при измерении радексом, а если измерять прибором ТК, то шим на минимальной яркости поднимается до 80 или 100%. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, промахи проскакивают, но все в пределах нормы. При этом один и тот же отпечаток пальца несколько раз завести можно, за что от меня минус. Всего можно завести 5 отпечатков. Функция распознавания лиц срабатывает даже под углом, зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен здесь Qualcomm 6S Gen 3, где бы его еще найти такой, да? Техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальной частотой 2,3 ГГц, графический процессор Adreno 619, оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 и 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ и 512 ГБ. Система Moto MIUI на базе Android 14 версии. По беспроводным возможностям смарт имеет поддержку Wi-Fi, однодиапазонного GPS, eSIM, 5G сети, eSIM прям ощущаете, круто. 4G сетей и ниже. Датчик приближения физический, работает без нареканий, Bluetooth чип версии 5.1, старенький NFC, смарт поддерживает и MirPay встает без проблем. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смарт выдал 9 часов 12 минут, а в Work Performance 12 тысяч. Смарт поддерживает быструю зарядку до 30 Вт, беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной зарядки. Заряжается от 0 до 100 за 55 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости уходит 5% заряда. В играх же за 1 час улетает 20%. В Antutu выдает результат он в 485 тысяч попугаев, Storage Test показывает скромненькие 44 тысячи. Но опять же, что-то как-то, но работает. Сильно не раздражает. По камерам мы имеем основной сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.8 и максимальным доступным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, углом обзора в 118 градусов и макрорежимом. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с апертурой 2.5 находится по центру в верхней части экрана в небольшом вырезе, круглом. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Минусы: пластиковая рамка, нет мини-джека, старенький Bluetooth чип, камеры среднего уровня, экран имеет заметный шим. Ну и это не А-бренд давным-давно, но в принципе устройство рабочее, дизайн интересный, хорошо, что бренд жив. Резюмирую, Motorola Moto S50 Neo по многим моментам проигрывает большинству смартфонов в этом топе, но цена этого устройства заметно упала, поэтому мое отношение к нему совсем теперь другое. Как говорят те, кто покупают смартфоны по 200 тысяч рублей или кому их дарят, не важно какая стоимость, важно, чтобы смартфон был хороший. Для меня стоимость важна, думаю, как для большинства из вас тоже, если вы смотрите этот топ. Вот здесь цена-качество соответствует 8-му месту моего топа. Как вы уже увидели, 8-е место Motorola Neo. Motorola S50 Neo 5G — это по мне самый переоцененный смартфон топа. Да, в районе 20-ки его можно приобрести, опять же, на разных платформах. Да, есть у него свои плюсы, но вы не забывайте, что это тоже второй эшелон. Это а-ля Lenovo фактически. И никаких суперсил у него нет. Сравнивал я его по съемке с CMF Phone 1, потому что, по большому счету, они чуть-чуть для меня похожи. Что один специфичный, что второй. Брал бы я для себя Moto, то же самое очень сильно вряд ли. Но у вас может быть другой подход, напишите, может быть, в недавнем времени вы именно Motorola выбрали для себя, по какой причине, нам всем будет интересно.
Смотрим дальше. На 7-м месте Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G. Кто бы мне сказал, что он у меня там окажется, да? Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 45 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. В продаже есть черная, голубая и фиолетовая расцветка этой модели. Вес смартфона составляет 182 грамма, а габариты 162 на 74 на 11,8 мм вместе с блоком камеры. Без него 8,3 мм. Грани закругленные, ко всему рамка пластиковая, как и тыльная часть. Сборка устройства неплохая, плюс смартфон имеет стандарт защиты от пыли и влаги IP64. Круто, что смартфон имеет ИК-порт и мини-джек на 3,5 мм. Разъем установлен USB Type-C OTG версии 2.0. Звучание в данной модели стерео, но с перекосом по громкости между динамиками, что в целом ожидаемо. В настройках есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Линейный вибромотор по оси Z неплохой с учетом веса и габаритов. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus второй версии. Плотность пикселей 395 ppi, пиковая яркость по моим замерам 1700 люксов, на 100% яркости 760 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, Always On Display в наличии, но только 10-секундный. Показатели шима выше 20%, если измерять радексом, не поднимаются. Если измерять прибором ТКА, то шим поднимается до 50%. Система безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренным под экран, функцией распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, что привычно для Xiaomi, и биометрические данные можно завести до 2 лиц. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G100 Ultra с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Mali G57 MC2, оперативная память типа LPDDR4X на 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 на 256 гигабайт или 512 гигабайт. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, по связи имеется Wi-Fi 5 серии, однодиапазонный GPS, Bluetooth версии 5.3, 4G сети и ниже. Датчик приближения работает плохо, очень плохо, он здесь виртуальный, NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты, емкость аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке устройство выдало результат 8 часов 56 минут, что неплохо, Work Performance 10 тысяч, что очень скромно. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 20 минут, вот такие быстрые зарядки в 2024-2025 году, да? За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит 3% заряда, за час в играх в среднем уходит 15% заряда. В Antutu Smart выдал средний результат в 428 тысяч попугаев, Storage тест показал 57 тысяч. Основной сенсор Samsung S5K HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптостабом, фокусным расстоянием в 23 мм и разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов. И макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, фронталка на 32 мегапикселя с апертурой 2.2, максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps. Минусы: плохо работает датчик приближения, пластиковая рамка, экран не имеет поддержки HDR, мало производительности, и я еще раз уточняю, что вот эту модель, конкретно 14 Pro 4G, в основном продают в странах СНГ. В Азии ее очумеешь искать только на глобальном Али. Я ее все-таки достал, но огромный ее плюс в том, что она в долларовом эквиваленте очень неплохо упала, и за те деньги, что можно ее на распродажах приобрести, она неплохая, а в магазинах ее будут продавать в районе 30. Резюмирую, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G на момент выхода основного обзора считался далеко не актуальным смартфоном с учетом стоимости. Повторяю, что цена сейчас упала, и теперь данную модель в принципе можно рассматривать. Ну и единственный в топе смартфон Redmi Note от Redmi, потому что их линейка по мне была максимально печальная, кроме, опять же, вне бюджета Redmi Note 14 4G, который можно купить там в районе 11. И вот Redmi Note 14 Pro 4G, это не супер печальный смартфон, но хотелось бы на него ценник так долларов 160, они пытаются продавать его по 190, мало где продают, надеются на то, что люди запутаются в их 5 моделях, вот этих вот. На них стрим я сделаю отдельный для того, чтобы народ не путался, потому что эти 4G, 5G это только глобалки, я плюс еще на китайские версии делал обзоры. Я его сравнивал с Honor X9C по съемке, я бы не сказал, что он проиграл. Лучшим вариантом я это не назову, но если у дома у вас будет скидка именно на него, среди брендов и брендов второго эшелона, я бы, наверное, все-таки взял бы Redmi. Опять же,
в ценнике до 20 тысяч рублей. Ну и да, чтобы вы не говорили, откуда такие цены, вот в телеграм-канале скидок можете посмотреть, во время распродаж он в районе 20-ки 8256 и стоит. То есть 20 392 рубля. Лучше ли он, чем другие смартфоны этого топа? Нет, но за 20 тысяч его рассматривать можно. На 6-м месте моего топа красуется смартфон, который в каком-то смысле на 99% лучше, чем все в этом топе. Но у него есть огромный минус, его никуда не деть. Он прошлого года. Это Poco X6 Pro. Притом ему больше года, потому что продается уже Poco X7 Pro. Но у него царский комплект, очуменные характеристики. Если вы его возьмете в районе 1017, новый, то смысл есть. Данный смартфон поставляется с комплектом, в который входит сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты, но карту памяти запихать сюда нельзя. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,5 мм, а вес 190 граммов. В продаже есть 3 расцветки, это черная, серая и базовая желтая. У 7 Pro, кстати, еще лимитка появилась, обзор на которую у меня был на канале. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка, а в желтой расцветке тыльная часть выполнена из веганской кожи. Но, опять же, без чехла подобное носить не советую, потому что убьется очень быстро. Защита от влаги и пыли заявлена по стандарту IP54, далее ИК-порт в наличии, а вот мини-джека нет. Звучание в данной модели стерео с поддержкой Dolby Atmos, динамики громкие и качество звука хорошее. Вибромотор линейный по оси X, средний по качеству, но настраиваемый. Список поддерживаемых аудиокодеков хороший, Bluetooth, к слову, установлен в версии 5.4. Летим дальше. Смарт оснащен Crystal Res 1,5K Flow AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 5. Рамки не громадные, что можно сказать и про подбородок, но он есть. Плотность пикселей 446 ppi, что хорошо. По моим замерам яркость на 100% смартфон выдает 900 люксов, а с включенной автоматической яркостью 1600 люксов. Установлен датчик внешней освещенности на 360 градусов, имеется поддержка режима солнечного света, режима чтения и таких технологий, как Trucala, HDR10+, Dolby Vision и Adaptive Sync. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, показатели шума выше 12% не поднимаются, полноценный Always On Display отсутствует, только 10-секундный он здесь. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, довольно быстро, но промахи проскакивают. Завести можно до 5 отпечатков, но минус, как у Xiaomi, как всегда, один и тот же отпечаток пальца можно завести 5 раз. Распознавание лиц срабатывает стабильно хорошо, биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8320 Ultra с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,35 ГГц, графический процессор Mali G615 MP6, интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии на старте продажи был, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Для игр используется технология Wild Boost версии 2.0, по связи же поддерживается Wi-Fi 6 версии, все необходимые бенды на борту, у меня смартфон ловит хорошо, датчик приближения работает плохо, и это факт, он здесь виртуальный. NFC поддерживается, MirPay встает без проблем. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, а беспроводной зарядки нет, разумеется, как и реверсивной. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 55 минут, при просмотре видео на YouTube в среднем уходит 5% заряда, в Genshin Impact 18 и в PUBG New State 24% заряда, что неудивительно и не критично. Блок камер с тыльной части имеет основной сенсор на 64 мегапикселя с оптостабом, апертурой 1.7 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхширик с углом обзора в 120 градусов, апертурой 2.2, макро на 2 мегапикселя, апертурой 2.4, фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Минусы: нет мини-джека, нет места в слоте под microSD, плохо работает датчик приближения, смарт перегревается и система бывает подвисает. Ничего идеального у Poco нет, просто они топ за свои деньги. Резюмирую, Poco X6 Pro отличный смарт, и в целом как линейка X от Poco была всегда популярна, со своими минусами, странностями, обрезанными аодами и подобным, но если вы сможете его приобрести в те же деньги в вашей национальной валюте, я, допустим, говорю про рублевый эквивалент, что он торговался, когда курс был 76.80 у доллара, и если вы сейчас сможете это дело приобрести, получается, за $180,
баксов, 190, то это очень неплохой вариант. Единственное, обязательно, чтобы он был, конечно же, новый, не восстановленный. Это и минус огромный старых смартфонов, потому что можно очень сильно попасть. С другой стороны, стока подобных смартов очень много, можно торговаться, так как вышел уже X7 Pro. В целом, учитывая, что минус год поддержки, но топовое железо, 6-го места, я считаю, он стоит. Ну и 6-е место нечего представлять. Почему? Потому что это прям бестселлер. За последний год, даже до появления X7 Pro и даже сейчас его покупают эгегей как. Вот для примера, 12512, последний был аттракцион невиданной щедрости на Яндекс.Маркете, телега скидок, напоминаю, стоил 21 600. Но это 12512, вы ощущаете? Плюс, разумеется, можно посмотреть это все дело на площадках, где продают серовозы, плюс у серовозов. И реально Poco X6 Pro можно приобрести в 20-ку. Насколько он хорош? Настолько, что я его 13 раз использовал для сравнения с другими смартфонами. И, скорее всего, еще буду продолжать использовать, так как X7 Pro, конечно, мощный. И да, он дал нам многое, там и 4К 60 FPS появилось, но хотелось бы его подешевле, хотя он также, кстати, 24 500 может продаваться, и это чаще всего плюс-минус также пытаются продавать, хотя часто, достаточно ниже 20-ки его можно встретить. Вот если вы его встретите ниже 20-ки, даже учитывая, что год поддержки ушел в никуда, даже учитывая датчик приближения, который не супер радует, но это нереально популярный смартфон, чтобы вы понимали, основной обзор у меня на него набрал нереальный для моего канала 148 тысяч просмотров, плюс даже обзор одним кадром, который я выгрузил на основной канал, набрал больше 30 тысяч просмотров. Реально людям интересно. Огромная комьюнити, классный смарт. Сейчас тяжело купить до $200, но я вас верю, и если будете подписаны на ТГ скидок, я уверен, что у вас это дело рано или поздно получится. Смартфон хорош. И да, у Poco и у Xiaomi есть встроенная реклама, ее надо отключать, и да, датчик приближения кого-то будет бесить, и да, есть определенные минусы, но вкупе камеры, процессор, железо, ПО, комьюнити — это классное устройство. Смотрим. На 5-м месте еще один старичок. Это Realme 13 Plus 5G. И он является в каком-то смысле копией еще одного смартфона в этом топе. Но скидывают его очень выгодно в последнее время. И ввиду того, что Realme клепает свои смартфоны просто в режиме нон-стоп, сказать, что он такой же старый, как Poco X6 Pro, я не могу. Потому что посмотрите, когда они его сделали. В комплекте со смартфоном мы имеем защитную пленку, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 80 Вт, защитный чехол, ключ для извлечения слота и руководство пользователя. Слот на 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 2 терабайт. По расцветкам мы имеем темно-фиолетовый вариант, зеленый и золотой. Вес смартфона 186 граммов. Габариты его составляют 162 на 74 на 10,5 мм вместе с блоком камера. Без него 8 мм. Рамки выполнены из пластмассы, как и тыльная часть. Смарт имеет стандарт защиты от пыли и влаги по стандарту IP65. Собран он хорошо, да и качество материалов неплохое. Разъем для зарядки установлен USB Type-C OTG версии 2.0. Звучание в данной модели стерео. В настройках есть разные звуковые пресеты, но полноценного кастомного эквалайзера нет. Не любят его в Realme. Качество звука не лучшее, да и перекос по громкости между динамиками довольно заметный. Вибромотор с учетом габаритов и веса смартфона достаточно мощный, но виброотклик я бы не назвал самым приятным. Опять же, Realme много где продается в магазинах. Приходите, щупайте в руках, проверяйте вибро, слушайте динамики. Также отмечу, что нет ЭК-порта, но есть мини-джек на 3,5 мм. Смарт оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей технологии Pro XDR. Технология Always On Display на борту, плотность пикселей составляет 395 ppi, подбородок у экрана не громадный, за что плюс, как и за то, что экран прямой. В пике экран выдает максимум 1600 люксов, а на 100% 800 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации касания до 1200 Гц. Показатели шим выше 30% не поднимаются. Если замерять устройством Radix, в случае измерения прибором ТКА шим достигает 100%. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7320 Energy с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,5 ГГц. Графический процессор Mali G615 MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ. Внутренняя память типа UFS 3.1 на 128 ГБ или 256 ГБ. Операционная система Realme UI на базе Android
Android 14 версии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, нейтронного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, а максимум можно завести 5 других отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает корректно и быстро. Внести биометрические данные можно только одного лица. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей с режимом Dual, 4G сетей и ниже. Датчик приближения отрабатывает без нареканий. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4. NFC-модуль в наличии. На данный момент можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты. GPS на борту однодиапазонный. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдает 8 часов 42 минуты, а в Work Performance 12 тысяч. Заряжается смарт от 0 до сотки за 50 минут. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости в среднем уходит 5% заряда у экрана. В играх за 1 час уходит 22% заряда. В Antutu устройство выдает 730 тысяч попугаев. Storage Test показывает 129 тысяч. С тыльной части мы имеем основной сенсор Sony LEED 600 на 50 мегапикселей с углом обзора в 79 градусов, фокусным расстоянием 26 мм, оптической стабилизацией, апертура 1.8 и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. 1080p 60 FPS также доступны. С тыльной части же находится LED-вспышка и вспомогательный датчик. Фронтал на 16 мегапикселей с углом обзора 82 градуса, апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: сильный перекос по громкости между динамиками, сброс яркости в играх, не игровой он, шим, плохая фронтальная камера, но Realme 13 Plus занимает спокойно 5-е место, учитывая, что это свеженький смартфон. Фанатов у него море, а дроп цены с него очень хороший. Чуть выше я поставил 13 плюс от Realme. Да, он не лучше по спекам, но его реально приобрести до 20-ки в любой момент времени. Комьюнити, разумеется, меньше, с одной стороны. С другой стороны, Realme клепают смартфоны очень часто. Это был вообще ноябрьский обзор, то есть сейчас буквально там прошло 4 месяца, и они уже выгрузили новую линейку. Там плюса нет, но она копия старой, и в общем Realme просто меняет наименование, и в этом смысле какой-то плюс есть. То есть этот смартфон свежий. Чтобы я взял в одни деньги Poco X6 Pro или этот, разумеется, Poco X6 Pro. Но этот объективно новее, и этот, так как это Realme, его можно купить еще дешевле. Они не особо популярны, поэтому я его все-таки считаю в топе повыше на ступенечку. Но они прям рядышком. То есть можете что то, что другое приобретать. Сравнивал я его как раз с Poco X6 Pro в обзоре. Насколько эффектно и эффективно решать вам, можно ли брать Realme? Конечно, да, это бренд, но за адекватные деньги, потому что из-за своей поддержки рекламного комьюнити они немного потерялись в ценах, они периодически про них вспоминают, делают адекватными, тогда люди их покупают, и поэтому он на 5-м месте топа. Советую. На 4-м месте моего топа красуется Poco M6 Pro. Почему? Потому что Poco M7 Pro еще не вышел, а это не просто золотая середина, это прям кладезь, потому что за 12 с лишним тысяч рублей подобного не предлагает никто. Если вы посмотрите на, допустим, Realme C75, который стоит те же деньги, или Redmi Note 14 4G, то вы будете долго и упорно смеяться, до какой степени может быть смартфоны в одной ценовой категории от А-брендов разные по железу. В коробке мы имеем краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота под 2 сим-карты и одну карту памяти до 1 терабайта. Также есть обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 67 Вт. Да, даже блок есть. CMF, учитесь. Poco M6 Pro можно приобрести в черной, синей и фиолетовой расцветке. Весит смартфон 181 грамм, а габариты составляют 162 на 75 на 11,8 мм вместе с блоком камер. Тыльная часть выполнены из пластика с глянцевым покрытием, рамка пластмассовая. Смарт имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Звучание здесь стерео с сертификацией Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Качество звука хорошее и настраиваемое. Линейный вибромотор по оси Z слабенький, что неудивительно. Poco M6 Pro оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Full HD+. Плотность пикселей 394 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3. Экран плоский, защищен он
стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии по моим замерам экран выдает 814 люксов, в пике 1300 люксов. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на 2160 Гц, показатели шима иногда поднимаются почти до 20%, разблокировать же экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, но не шустро. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, при этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Распознавание лиц срабатывает неплохо даже под небольшим углом. Зарегистрировать же можно до 2 лиц. Процессор Poco M6 Pro установлен MediaTek Helio G99 Ultra, графический процессор Mali G57MC2, интерфейс MIUI 14 был на базе Android 13 версии, сейчас уже 14 точно стоит. Оперативная память LPDDR4X на выбор или 12 или 8 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 на 256 гигабайт или 512 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G смартфон не поддерживает, а для 4G сетей все бенды на борту. Датчик приближения отрабатывает в горизонтальном положении плохо, Bluetooth чип версии 5.2, аудиокодеков на борту достаточно. NFC-модуль в наличии, на данный момент можно устанавливать спокойненько MirPay и оплачивать покупки NFC-модуля. Емкость аккумулятора 5000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут, иногда час 20 минут. За 1 час просмотра видео уходит в среднем 4% заряда, в PUBG New State за час уходит 20%. В Antutu устройство выдает 429 тысяч попугаев, что является минимумом для комфортного использования смарта в данный момент. А лучше 500 бы выбивало, но вот так. Storage Test показывает 46 тысяч, скромненькие. Poco M6 Pro имеет LED-вспышку, основной сенсор на 64 мегапикселя с апертурой 1.8, оптостабом и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Далее сверхширик на 100 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов, апертурой 2.2, плюс есть 2-мегапиксельный макросенсор с апертурой 2.4. Фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.4 и максимально доступным разрешением для съемки 1080p 60 fps. За примерами фото и видео, повторяюсь, переходим к основному обзору, скачиваем исходники в моей личной телеге и делаем выводы. При любом раскладе, при достаточном освещении, любой смарт дороже $100 снимает неплохо, а в районе 200 уже хорошо. Минусы: слабые результаты в тестах, у некоторых пользователей есть проблемы с перекосом звука. Слабые камеры, плохой вибро. Резюмирую, Poco M6 Pro имеет проблемы с работой датчика приближения. Да, вы не сможете поиграть в современные игры с нормальным FPS, но в целом он тянет все. И этот смарт стоит своих денег ввиду того, что его очень часто продают нереально выгодно, а аналогов ему, по большому счету, по мне, в его ценовом сегменте просто нет. Почти. Ну и 4 место Poco M6 Pro. Я вот думал, делать отдельный топ или нет, пока я не решил, до 15 тысяч, потому что его реально купить за 13 300, 13 ровно, никакой таможенной пошлины, как в принципе у всего этого топа, нету на территории России, если брать. Если вы берете какую-то другую местность или регион, смотрите свое таможенное законодательство. Насколько Poco M6 Pro хорош? Он прям нереально крутой, но, разумеется, в этом ценовом диапазоне, когда что-то там дороже на 5000 рублей, тот же X6 Pro, это абсолютно другой уровень устройства. Но Poco M6 Pro закрывает все базовые потребности. Если вы будете сравнивать с какими-нибудь бюджетниками из разряда Realme C75, вас будет пробивать на смех. То есть вы или Redmi Note 14 4G, вроде бы разница в 1000 рублей, это $10, а это абсолютно два разных устройства. Опять же, относительно, но для кого-то они будут одинаковыми, потому что на том можно звонить и на этом. В этом можно смотреть ютубчик и там. Poco M6 Pro один из легендарных смартфонов. Потеснит ли его M7 Pro? Увидим, что они туда запихают и какой, самое главное, ценник они сделают. Повторяюсь, мой топ в первую очередь базируется на соотношении цена-качество. Дальше смотрим. На третьем месте моего топа красуется iQOO Z9. Да, вы его вряд ли знаете, а если знаете, в глобалке он стоил просто космос. С другой стороны, сейчас ценник упал и в глобалке, и в китайской версии, и в целом смарт за эти деньги просто топ. Поставляется данный смартфон в комплекте с защитной пленкой, силиконовым чехлом, блоком питания с китайской вилкой на 80 Вт. Если у вас будет глобалка, то с евровилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Габариты устройства 163 на 70
176 на 8 мм и толщина 10,3 мм вместе с блоком камер. Вес 199 граммов. Далее, приобрести Z9 можно в черной и зелено-голубой расцветке. Z9 китайской версии имеет стеклянную тыльную часть и пластиковые рамки. Сборка, учитывая стоимость, хорошая. Ко всему, как и Z9X, данная модель имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. На корпусе расположили ИК-порт, микрофоны и стереодинамики. Мини-джека нету. Звук у линейки Z9 практически одинаковый. Вибромотор линейный по оси X с 4D вибрацией, для игр настраиваемый, тактильно приятный. Понятно, что 4D почти нигде нет, но все равно. До вибро от OnePlus ему, разумеется, далеко. Но в этом ценовом сегменте очень неплохое вибро. Смарт оснащен AMOLED LTPS CSOT C8 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей, частотой обновления экрана максимум до 144 Гц и поддержкой технологии HDR10+. Плотность пикселей 453 ppi, по моим замерам экран выдает на 100% яркости 852 люкса, в пике экран выдает 1500 люксов, а при измерении прибором ТК 1200 люксов. Сенсорный отклик лучше, чем в Z9X. Показатели шима выше 20% не поднимаются, если измерять радексом, а на приборе ТК шим поднимается до 30%. Тоже это неплохо. Полноценный Always On дисплей с обширными настройками в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает быстро, зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. При этом можно зарегистрировать до 5 отпечатков пальцев, и это хорошо. Распознавание лица срабатывает неплохо даже под углом. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Прям звучит сильно, правда? Максимальная частота у него 2,6 ГГц, графический процессор Adreno 720, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.0 на 128 ГБ или 256 ГБ. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии, русский язык в стоке, разумеется, есть, оповещение можно настраивать, как и менять шрифт. Опять же, у вас может быть глобалка, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, для 4G сети в китайской версии есть 3 бенд, а вот 7-20 в китайской версии нет. В глобалке есть все бенды. Проблем с датчиком приближения я не встречал, запись разговора на борту и без уведомления о начале записи. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, кодеков на борту достаточно, NFC смартфон поддерживает, и на данный момент можно спокойно устанавливать MirPay. Емкость аккумулятора 6000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку до 80 Вт и проводную и реверсивную зарядку до 7,5 Вт. Заряжается он от 0 до 100% в среднем за 1 час. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 3% заряда, за 1 час в играх в среднем уходит 12-16%. В Antutu устройство выдает 797 тысяч попугаев. Storage тест показывает 47 тысяч. Основной сенсор Sony IMX882, Sony Elite 600 на 50 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у основного сенсора неплохое, 4К 30 FPS. У фронталки скромно 1080p 30 FPS. Минусы: мало настроек для кастомизации звука, стерео неполноценное, нет мини-джека, нет 7-20 бенда в китайской версии, глобалку тяжело приобрести до $200 и посредственные камеры. Резюмирую, iQOO Z9 выдает хорошую стабильность работы, отличную оптимизацию, расход заряда аккумулятора, да и производительности более чем достаточно. Но, учитывая в китайской версии отсутствие бендов для 4G, если бы глобалка стоила часто намного дешевле, он бы был у меня в топе номер 1. Но, к сожалению, глобалку приобрести в эти деньги довольно сложно. А среди китайцев до $200, по мне, это прям самый топ. Третье место моего топа — это iQOO Z9. И, возможно, когда вы смотрите, курс уже доллара не 100 рублей, там 90, 95, 96 за доллар, а может быть 80, тогда топ намного приятнее. Вот за 20-ку его можно было брать. Если что, это в феврале было посерединке. Насколько он эффективный, эффектный, он хорош. Я бы брал даже без 7-20 бенда и китайскую версию. Это единственная из всех смартфонов, которые я сюда запихал, китайская версия, потому что глобалку можно тоже приобрести. Глобалку тоже часто скидывают выгодно. И пусть это не самый новый смартфон, ему тоже почти год, но внутрянка у него прям топчик. Бренд iQOO не блокирует свои китайские смартфоны до сих пор, в отличие от бренда Oppo, бренда Realme, бренда OnePlus, бывшие детище BBK, которые уже не существует. Это внушает доверие. То есть, если вы даже будете рассматривать iQOO-шки в китайских версиях, пока можно быть спокойными. Первых ласточек блокировок
на них не было. Если что-то поменялось, можете написать в комменты, но я покупаю часто китайские устройства. По глобалкам у них тоже часто бывают распродажи. Если брать Global, они стараются продавать его там в 23-24 тысячи рублей, но китайцев можно приобрести дешевле. И по большому счету это те же тапки, только в профиль, если вы в больших городах. Но поэтому именно он не на первом месте моего топа, ну и то, что он старенький тоже, а как раз на третьем. На втором месте моего топа красуется Realme 14 Pro 5G. В комплекте со смартфоном мы имеем защитную пленку, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер питания на 45 Вт, защитный чехол, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и руководство пользователя. Приобрести смартфон можно в белой, фиолетовой и темно-серой расцветке. Весит смартфон 185 граммов, габариты составляют 163 на 75 на 10,4 мм вместе с блоком камер. Рамки выполнены из пластмассы, грани не прямые, а закругленные. Собран смартфон неплохо, плюс за то, что есть стандарт защиты от пыли и влаги IP66, IP68 и 69. Разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0. К плюсам отнесу, что установлены 2 микрофона с шумоподавлением и 2 стереодинамика. В настройках есть разные звуковые пресеты, но кастомного эквалайзера здесь нет. Вибромотор настраиваемый, тактильно приятный, но далеко не лучший в этой ценовой категории. Смарт оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,77 дюйма, большой, с разрешением 2392 на 1080 пикселей. Экран имеет закругленные края и небольшие рамки. Плотность пикселей составляет 388 ppi. В пике экран выдает 1600 люксов, а на 100% 1100 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации касания до 240 Гц. Полноценный Always On Display на борту, показатели шима выше 60% не поднимаются, если измерять прибором ТК. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев. Функция распознавания лиц срабатывает корректно, но внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7320 Energy с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 2,5 ГГц. Графический процессор Mali G615 MP2, оперативная память на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память на 256 ГБ или 512 ГБ. Операционная система Realme UI на базе Android 15 версии. По связи имеется поддержка Bluetooth версии 5.4, однодиапазонного GPS, Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Датчик приближения работает корректно, и хотя бы за это можно ставить его на второе место в данном топе. NFC-модули в наличии, можно без проблем устанавливать MirPay для оплаты. Емкость аккумулятора 6000 мАч. Вы думаете, что он в PC-марке там какие-то космические цифры показал? Нет, в PC-марке смартфон выдает скромные 8 часов 31 минуту. 14 Pro 5G поддерживает быструю зарядку до 45 Вт, которая просто называется быстрой, потому что заряжается смарт от 0 до сотки за час 20. Беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости экрана уходит в среднем 4% заряда, в играх 16% заряда. в Antutu устройство выдает 724 тысячи попугаев, и Storage Test показывает очень приличные 123 тысячи. По камерам основной сенсор IMX882 на 50 мегапикселей с оптостабом, фокусным расстоянием в 26 мм, углом обзора в 79 градусов, апертура 1.8. Плюс есть 2-мегапиксельный датчик глубины. Максимальное разрешение для съемки видео основного сенсора 4К 30 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.4, максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 1080p 30 FPS. Минусы: нет АК-порта, изогнутый экран, нет сверхширика, нет кастомного эквалайзера для звука. Резюмирую, Realme 14 Pro 5G достойный смартфон по многим параметрам. Самый главный плюс, как бы смешно это ни звучало, это хороший датчик приближения, которого, к сожалению, нет в смартфоне, расположенном на первом месте. Но самый большой минус в том, что у Realme ценовая политика из разряда «потратим максимум на рекламу, поставим нереальный ценник, как будто смартфоны золотые, и кто-то будет покупать». Потом они вспоминают, что есть еще рынок, у них есть конкуренты, и ценник дропается. То есть на этот смарт до 20 тысяч его приобрести пока непросто. Но плюс-минус 1000 сверху, и вы его можете купить. Во всяком случае, можно чуть-чуть еще подождать, они опять столкнутся с реальностью. Хотя, опять же, они последнее время, несколько лет, прям клонов выпускают в плане железа. И хочу отметить, что здесь даже ультраширика нет. Смешно, правда? Но факт. На всем сэкономили. Поэтому второе место. Ну что, и на втором месте моего топа Realme 14 Pro. Да, он стоит иногда ниже 23, иногда ниже 22 тысяч рублей. Опять же, вот она, телега скидок 22 900. И я уверен, что он будет стоить еще дешевле. Как я уже говорил в ролике сейчас, что он, к сожалению, не имеет ультраширика, у него нет какой-то суперсилы, но физический датчик приближения
простота этого устройства, 6000 мАч аккумулятора, которые такие себе, и вполне возможно вы их не увидите, если они не допилят прошивку. PCMark, как говорится, вскрывает все. В целом устройство сбалансировано. Единственное, однозначно не первое место, потому что на первом месте устройство, которое обладает лучшими характеристиками, но за ценник на 10% ниже. Скажем так, на втором месте Realme Avancer. Почему? Потому что они тоже начинали там с цены 26-27, и рано или поздно они посмотрят на рынок, на свои продажи, на то, что реклама не работает. И мы это уже миллиард раз проходили, так же, как и Redmi делают. Посмотрели, не покупают, делают адекватные цены. Увидим, я уверен, что в двадцатник он тоже будет легко продаваться. Заметьте, кстати, они до такой степени не верят в свой девайс, что 14 Pro Plus рекламы море везде, а на 14 Pro сделала обзоры 2 землекопа, включая меня, кто их купил по какой-то неясной для этих же людей причине. Суперсилы в виде телевиков у него никаких нет, но зато, если вы любите бренд Realme, который является хорошим, которого все считают, что я какого-то лешего хейтер его, посмотрите на мои топы. Вот очередной топ, он на втором месте. И был бы на первом, если бы у их маркетологов был Big View, взгляд шире. То есть это не премиальный сегмент, это такой же сегмент, как Redmi, Xiaomi, iQOO. Ладно, iQOO менее популярен, но это тоже А-бренд. Vivo и Oppo. Realme это не премиум, у них даже супер флагмана нет. Они вот сейчас собираются делать фотофлагман. Вроде бы что-то там презентовали, но посмотрим, как оно будет на самом деле, как говорится. Поэтому Realme 14 Pro в ритейле за 1022-21 очень даже хороший вариант. Я думаю, когда вы смотрите этот топ, примерно так он и стоит. Может быть, еще дешевле. И первое место. На первом же месте моего топа красуется Xiaomi Poco X7. Данный смартфон поставляется со стандартным комплектом: силиконовый чехол, блок питания на 45 Вт, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты, карту памяти сюда запихать нельзя. В продаже есть 3 расцветки: это серая, зеленая и черно-желтая. Габариты смартфона 162 на 75 на 8,5 мм, а вес 193 грамма. Сборка устройства неплохая, плюс смартфон имеет стандарт защиты от пыли и влаги IP68, также используется технология для корректной работы сенсора даже с водой на экране. Разъем для зарядки установлен USB Type-C от AG версии 2.0, также есть ИК-порт, микрофоны и стереодинамики. Перекос по громкости между динамиками присутствует, но хорошо, что в настройках можно обнаружить предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Вибромотор настраиваемый, что уже хорошо, но по качеству он проигрывает вибромотором с поддержкой технологии O-Haptics. Смарт оснащен Crystal Res AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, защитой Corning Gorilla Glass Victus 2 версии. Рамки не громадные, экран изогнутый, что лично, по моему мнению, менее удобно, чем полностью прямой экран. Плотность пикселей 446 ppi, есть поддержка Dolby Vision и HDR10+, пиковая яркость, по моим замерам, 1600 люксов, на 100% яркости 900 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках можно выбрать динамический режим или настроить частоту отдельно для каждого приложения. Always On Display в наличии, но только 10-секундный. Показатели шима выше 30% не поднимаются. Процессор MediaTek Dimensity 7320 Ultra с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,5 ГГц, графический процессор Mali G615 MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ или 512 ГБ. Интерфейс HyperOS на базе Android, система безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренным под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, что уже привычно для Xiaomi. Функция распознавания лиц отрабатывает без особого труда, а биометрические данные можно завести до 2 лиц. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, однодиапазонный GPS, Bluetooth версии 5.4, eSIM, 5G сети и ниже. Датчик приближения виртуальный, работает он плохо, как я уже говорил. NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты, емкость аккумулятора 5110 мАч, PC-марки устройство выдало результат 8 часов 34 минуты. Вы ощущаете, что для примера Realme 14 Pro 5G с 6000 мАч показывает 8 часов 31 минуту, а Poco X7 8 часов 34 минуты, имея батарею на 1000 мАч меньше. Почему, как вы думаете? Можете написать в комментариях. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 1 час 10 минут. По поводу того, что вы напишете, сразу я вам говорю. Вот эта синтетика, она и показывает разницу в смартфонах не на циферках рекламных, не на аханье, когда ты носишь смартфон и говоришь, вот я сегодня его использую,
использовал 15 часов экрана, 30 часов экрана, а сам его не включал, яркость ставил минимальную, герцовку минимальную, разрешение минимальное, не играл ни во что, камеру не открывал, и это вообще не твой основной смартфон. Включил его, 15 минут поиспользовал, и все. А PC-Mark его мучает. И вот эти вот данные, что смарты выдают в PC-Mark, по мне, являются максимально реалистичными в плане их автономности, чтобы сравнивать. Но, опять же, это мой подход. Можете посоветовать какой-то другой подход. Беспроводную зарядку и беспроводную реверсивную Smart не поддерживает. За 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi ушло 4% заряда, за час в играх в среднем уходит 16-20% заряда. В Antutu выдал результат в 600 тысяч попугаев, Storage Test показал приличные 90 тысяч. И как вы заметили, кстати, по синтетике он хуже, чем Realme. Но у Realme плюс 20 с лишним процентов по стоимости. При плюс-минус том же железе отсутствует ультраширик, а изначально был на 40% дороже. Как бы так. Основной сенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптостабом и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. 60 FPS недоступны и вряд ли будут доступны. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, фронталка на 20 мегапикселей с апертурой 2.2. Находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. Кстати, у X7 Pro, в отличие от него, а это на уровень выше, фронталка только 1080p 30 FPS, и нет eSIM, а здесь eSIM есть. Минусы: старенький USB Type-C разъем, виртуальный датчик приближения, медленная зарядка, вибромотор мог бы быть и лучше. Резюмирую, по мне, Xiaomi Poco X7 в этой ценовой категории до 20 тысяч лучший смарт по соотношению цена-качество. Разумеется, для вас лучший тот, что у вас на руках. И напишите, что вы считаете лучшим смартфоном до 20 тысяч рублей на данный момент, который вы бы могли купить в каких-нибудь маркетплейсах. На первом месте, как вы уже заметили, красуется вот такой вот великолепный смартфон. Это Poco X7. Он в районе 19 все время стоит. Я думаю, что я буду его еще обозревать миллион раз. Почему? Потому что бренд популярный, смартфон популярный, ценник адекватный и с eSIM, плюс помимо eSIM с фронталкой в 1080p 60 FPS и ультрашириком, глобальный смартфон, пусть даже с глючным датчиком приближения и не самым супермощным железом, в нашем 2025 году днем с огнем не сыщешь. Я уверен, что если они сделают ценник еще чуть-чуть ниже, допустим 18 или там $185, будет еще больше продаж. Ну, пока виднее. Во всяком случае, пока они не показывают нам, что у них заоблачные ценники. Заметьте, что на втором месте у нас смартфон, который на данный момент тяжело купить, там 22 523, а этот легко купить за 19. То есть вот почему Poco X7 на первом месте. Разница 4000 рублей. Чтобы вы понимали, это 25% стоимости. Вот это лучше на 25% стоимости дешевле. И все. Но для кого-то бренд Realme лучше. Это вот как раз ответ хейтерам. И это сразу резюмирую. Резюмируя довольно просто. Я не могу вам сказать, что мне прислали смартфон, поэтому он хороший. Я его купил, я через себя пропускаю стоимость этих девайсов. Да, какие-то там железяки мне присылают. Но, кстати, из этого топа 10 ни одной железки мной не было получено. Было что-то отправлено, но не дошло. В итоге все эти 10 смартов я покупал. Так же, как в топ-10 до 30 тысяч рублей, которые я вполне возможно сделаю. Поэтому мой взгляд, наверное, он не чистой воды, он красивый. Ликвидность никуда не девается. Почему? Потому что для многих ликвидность, когда вы слышите ликвидность, думает он перепродавать. Это чуть-чуть по-другому работает. Ликвидность равно популярность. То есть, когда я говорю ликвидность, вы еще не забываете, что я подразумеваю и комьюнити тоже. То есть, людей, которые купили эти устройства, интересуются этим устройством. Когда ваш смартфон купило 3 землекопа, и когда вы видите в продажах там 80 смартов, это значит, что любой глюк, любая проблема, вы придете на любой форум, вам скажут: друг, ты вообще кто? Нас там 3 землекопа, и мы вообще все продавцы. Вот о чем разговор. А не просто: ценник невыгодный, но он красивый, так его никто и покупать не будет, потому что аудитория уже не дураки. Что могут все эти смарты? Могут ли они нормально снимать? Да, на штативе в 4К. Без штатива 1080p 60 FPS на основные модули. Такие же постановочные видео, фото, как вы любите, как вот тут там супер красивые. Все они могут сделать не хуже, чем смартфон за 100 тысяч в правильных руках с правильным освещением. Не будете вы плакаты на дом распечатывать. Будете вы счетчики фотографировать и детей. И желательно при хорошем освещении. Или семью, или друзей, или собак, своих кошек.
При любом раскладе свет нужен. Посмотрите, как фильмы снимаются. Да, там влоги что-то кто-то снимает, потом красит, но с смартфонов это мало кто делает технически, кроме там яблок каких-нибудь или самсунгов. Хорошо, еще и туда докинем Vivo, которые сразу красят, но я не знаю, кто снимает контент на Vivo. Многие ходят. И не только на Vivo. Давайте не забудем сразу Realme, Oppo, OnePlus и все остальное, а то опять скажут какая-то ангажированность. Я ангажирован YouTube'ом и вами, моей публикой. Надеюсь, что вот этот вот топ, который я, как говорится, я его слепила из того, что было в песне. Да, я настолько древний, что ее знаю. Вот так. Конвейер в Китае замедлился. Я вам официально заявляю, как блогер. Выбора значительно меньше. И еще сверху давит курс. То есть национальная валюта в многих странах просела относительно доллара. За доллар все эти железки продаются. И даже если не за доллар, там за юань, который привязан к нему. Они в паритете двигаются. Опять же, а какие компании владеют патентами? Ну, посмотрите, и вы все поймете. Соответственно, учитывая, что есть мировая инфляция на, в принципе, все валюты, включая доллар, евро, фунт, и еще и падение каких-то валют относительно этих валют, за которые продают железки, то, что мы в 200 баксов, там, в 20 тысяч рублей можем купить устройство, которым можно пользоваться больше года и не беситься от того, что оно прям виснет постоянно и тормозит, это классно. Виснут ли смартфоны по 100 тысяч? Еще как. И телега зависает. И я вам даже больше скажу, чтобы сторисы какие-то в Телеграме выгрузить, я их снимаю чаще всего вообще на Самсунге. Потому что вот здесь это люто глючит просто. Еще раз повторяюсь, яблоко я использую в первую очередь как кошелек, второй момент для подсъемов. В целом, все, что мог, рассказал. Надеюсь, вас радует мой подход в каких-то моментах хотя бы. Подхожу ко всему одинаково, провожу стрим, прожарку, повторяюсь, делаю обзор одним кадром, и пока вы меня смотрите, я это дело буду продолжать. И у вас будет возможность сравнить все в одинаковых условиях, если вы что-то решили. И копейка рубль бережет, никого вообще в плане финансов не слушайте никак. Потому что это ваши деньги, и абсолютно разумно чем-то интересоваться, желать сэкономить и получать тот же функционал в девайсах за $200, что дают девайсы за 1000. И просто улыбаться. Переплачивать не надо. А если вас устраивает ваш смартфон, тем более оставаться на нем. Стараюсь отрабатывать свой девиз канала с целью сэкономить вам средства. Надеюсь, средства сэкономил. Девайсам всем в топе, почти всем, там всякие Инторолы, это специфическая тема. Но если вы фанат, то от вас я отдельно скажу им да, а всем остальным да на 100%. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.